той стороны вот видно старая деревня, уже разваленная. Руины старой деревни видны. Тут тоже выглядит как что-то старое. Не буду вставать еще. И видны руины старой деревни. Что там у вас происходит? Опа, а кто здесь? А кто здесь? А кто здесь? Пацаны, привет! Руины старой деревни, ближе. Наверное, вот с этой деревни была задумка построить вот такую, которую сейчас мы видели. Потому что вот это оригинальная деревня. Симпатичные горки, как для Саудовской Аравии. Да. Переходим дорогу. Вот такой вот парк. Нас водитель вез. Мы ему сказали, что нам место надо хорошее под палатку. И он нас привез в такой парк. Зелено, красиво, а вот это искусственная трава. Весь парк такой искусственный устелен. Вот, в целом хороший день. У нас сегодня 4-я годовщина была с того момента, как мы поженились. И вот так в дороге, получается, мы, можно сказать, отмечаем. Лучшее празднование — это все-таки путешествие. Дедушка сегодня рассказал, что Саудовская Аравия очень быстро меняется. Вводят электронную систему документооборота очень активно. Теперь не надо ничего никому оплачивать лишний раз. Не надо никаких документов печатать больше. В общем, очень он доволен тем, как все меняется. Он работал в Лос-Анджелесе, в консульстве. А я таки не понял, кем он работает. Ну, в общем, это он нас свозил в эту деревушку красивую, где мы были, которую показывал. Вот. В общем, приятный денек сегодня. Одна, другая машинка. И все пользуются снапчатом. Каждый пытается нас снять. Вот, так что скоро будем знаменитостями в местном снапчате саудовском. Маски надо носить. Пока можно снять, пока отдыхаем. В целом классный день. А вот сейчас последний водитель. Он вообще говорит: я поеду у семьи, спрошу, может быть, и приглашу вас к себе домой. Ну, в целом, мы как бы и тут нас место устраивает. Вот. Но с людьми познакомиться всегда интересно, поэтому, собственно, ради этого мы и автостопим в Саудовской Аравии. Это основная цель автостопа. Тоже, ну, во-первых, тут и с транспортом не очень, надо машину арендовать. Но арендованная машина, тут есть некоторые нюансы по ценам. Стоит аренда авто прокатная, вот ребята из Франции арендовали, по-моему, около 30 евро в день, они объясняли. Но ты не можешь проехать больше 200 километров. Если больше, то они за каждый километр вроде берут какую-то там комиссию еще дополнительную. Вот. И тоже как бы, ну и плюс нам вообще не интересно, тут было бы ехать просто на своей машине.
потому что такие интересные места, такие интересные люди. И это все в комбинации составляет цель, настоящее путешествие. Очень тепло, плюс 20 градусов. Но сейчас, наверное, даже теплее, 22. Очень хорошо. Все нас устраивает. Сейчас будем отдыхать. Я сейчас была в туалете в женском, и там барышни, здесь они одеваются уже полностью в абайи, в никабе, только прорезь для глаз. Получается, я стояла, мыла руки, поворачиваюсь, они застыли в дверях, и, наверное, секунд 5-6, ну такая мне показалась долгая пауза. Мы смотрели друг на друга, и они на меня смотрели, они не шли в туалет, они просто застыли в дверях. И я стояла, просто как бы на них смотрела. И все, и потом они такие уже отошли, оттаяли и пошли себе в туалет. В общем, очень интересно наблюдать на самом деле за людьми. К чему я это говорю? Потому что некоторые люди, мне кажется, они даже иностранцев и не видели. То есть они из каких-то деревень или там, из каких-то городов, но тут такие города, где мы сейчас проезжаем города абсолютно не туристические. Здесь 100% туристы, если и были, то останавливались где-то в кафе поесть там, и то непонятно когда. Вот. Теперь сам рассказ. Короче, у нас сегодня вышел очень интересный длинный день. Мы еще пока не подсчитали, сколько мы проехали. Ну, наверное, навскидку сколько? 400-500 километров. 400, может, где-то, да, так? Где-то 400 километров, но нужно учитывать, что дорога была горная, непростая. То есть мы и серпантины проезжали, и города проезжали, и растянутые такие агломерации городов. То есть мы думали, вот, например, палатку поставить, а на деле тут сложно ее поставить. Это нас сейчас привезли в классный парк, где уже тут и туалет рядом, и, в принципе, есть возможность поставить палатку. Но все намного сложнее. Так вот, мы останавливались по каучсерфингу у очень классных ребят, Яхи и Шерифа. Мы им очень сильно благодарны. Мы остановились у них на 2,5 дня. И каждый день, во-первых, они абсолютно не давали нам хоть даже за маленькую мелочь заплатить за себя. То есть вот пример. Мне нужно было купить таблетки от головной боли, и мыло нам нужно было купить. Они даже за это не дали расплатиться. То есть они сказали, будете платить у себя в Украине. А здесь вы наши гости, мы вот за все, вот, что вы там хотите, мы будем за все платить. Они нас кормили завтраками, ланчами огромнейшими. Шерифа, прекраснейшая хозяйка, готовила каждый день новые блюда. То есть человек с нами гулял, а потом еще вечером становился за плиту и готовил нам традиционные кушания. То есть, чтобы вы понимали, этот уровень гостеприимства. И они настолько переживали за нас, что в последний вечер к ним пришли гости, они нашли мужчину, который отправлялся в город Акба, и договорились с ним, чтобы этот мужчина нас с собой взял. И этот мужчина не только с собой нас взял, он еще и привез нас в дом. Мы ночевали, как бы там нам место выделили, мы там ночевали в палатке. И на следующее, вот на это утро он нас забрал, мы приехали уже в Акбу. И получается уже дальше там... Ой, Абха, да, путаюсь, ну, ничего страшного. Вот, и получается, вот начался наш день. В Абхе было холодно, был туман, но, что классно, там таксисты подъезжали, как обычно в городах, но, тем не менее, все равно вот очень сегодня были приятные люди. Был один пожилой мужчина, шейх, который показал нам свое строящееся здание. Который сказал, что он в Лос-Анджелесе жил. Да, в Лос-Анджелесе он жил. И у него, в принципе, неплохой, да, английский был у него. Мы общались нормально, мы ехали, он нас провез по серпантину. Останавливался, да, показал дом, останавливался, чтобы мы сделали видео для этих бабуинов, которые там на дорогах в огромнейшем количестве. Не для бабуинов, бабуинов. Вот, и, в общем, потом мы посмотрели деревню, потом ребята нас вывезли на трассу. Потом вот мужчина, который сначала он сказал, что он таксист, он потом вернулся, специально нас забрал и провез 50 километров до следующего города. Вот. Он был воодушевлен нашим рассказом о путешествиях. Вот. А потом длинный город, и мы тоже вот стопим. Самая первая машина опять таксист. И снова как бы Андрей с ним разговаривает, говорит, что у нас в принципе цель-то, наша миссия это путешествовать автостопом, да, то есть как бы знакомиться с людьми. И он такой, да, запрыгивайте, оказывается таким блогером, там снимает нас на Snapchat и все дела, и везет, то есть он вывозит нас, там большое такое кольцо было окружное, и он нас вывозит на удобную позицию, мы там стоим, и уже 5 часов вечера нужно уже выезжать за город и ставить, где-то нужно ставить палатку.
опять останавливаются только таксисты, там куча таксистов, наверное, человек 10 остановилось, были таксисты. И один мужчина, он нам все говорил, вот такси, вот здесь вы не найдете такси, а мы говорим, нам и не надо такси, мы его и не ищем. И он так тоже как-то, не знаю, проникся, наверное, он тем, как мы выглядели, я не знаю. Он говорит, да не надо мне денег. И, в общем, он нас не только вывез за город, он еще нас угостил мороженым и такой говорит, я вас приглашаю к себе в гости. На данный момент он нас отвез вот в такой парк и через час сказал, что приедет. Да, то есть, на самом деле, так как я знаю, что арабы, они гостеприимные и вообще они не могут сказать слово «нет», вот. Подозреваю, что возможен еще второй вариант, что он нас здесь оставил и не приедет. Но мы все равно ему благодарны, у меня никакой нет обиды, ничего, ни в коем случае, потому что он нас... Да, во-первых, он нас очень хорошо вывез, то есть мы уже на трассе, но мы в парке, здесь можно ставить палатку и завтра без проблем продолжать путешествие. То есть был вот такой вот насыщенный, длинный дорожный день. Но мы сегодня посмотрели две достопримечательности. Первая достопримечательность – это культурная деревня, там были граффити в Саудовской Аравии, было интересно посмотреть. И второе, это вот деревня, да, то есть деревня, которую восстановили ее, реконструировали, там действительно есть такие старые домики, вот, будет потом видно в нашем видео, очень красивое место, там было много бабуинов. Эти бабуины, они странные, они очень интересуются людьми, но тем не менее они их боятся, я их тоже боюсь, Андрей их не боится. Большие такие они, с большим хвостом. И есть маленькие. В общем, они очень интересно, что в горах живут эти вот обезьяны. А вообще это гамадрилы. Их кормят? Да, их кормят. Они, в принципе, знают, что Водитель люди... рассказывал, это дедушка. Да, и их собаки к ним тоже приходят. Они уже тусуются вместе с бабуинами, наверное, чувствуют себя в стае. Будет, да. Вот. Скорее всего, уже будет. Очень интересно, конечно, за этим всем наблюдать. И тут искусственная травка. Вот. И, как я уже сказала, да, то есть как бы чисто, классно, есть рядом туалет. В общем, место офигенное просто, так что супер.